В этом видео я буду пробовать уличную еду Таиланда. Необычную, местами очень странную, но, надеюсь, вкусную. Всем привет, друзья! С вами Денис Ким. Вы на канале Foodcore. Устраивайтесь поудобнее и давайте начнем. И предлагаю начать со сладкого, а именно со знаменитых тайских панкейков роти. Hello, can I try number 7? Друзья, я взял немного необычный вариант, не оригинальный. Здесь помимо банана еще есть и сыр. Мне кажется, так будет вкуснее. Плюс сверху достаточно обильно полито шоколадом, чтобы уж наверняка во всех местах у вас слиплось. Как и любой стритфуд, тайский не исключение. Он активно развивается, появляется что-то новое. И помимо того, что заказал я, это и так уже считается необычным. Там есть еще много других экзотических вариантов. Я уверен, что они все очень вкусные. В этом блюде есть тесто, сыр, банан, шоколад. Я уверен, много сахара. Все это жарится в достаточно большом количестве масла. И, в принципе, это достаточно такая мощная калорийная бомба. Ну и от этого она на самом деле вкуснее. Бесподобно. С сыром действительно вкуснее. Я люблю оригинальные роти. Они, кстати, еще бывают с манго. С манго я не видел еще на улице нигде. Но я уверен, они тоже не менее вкусные. Потому что манго лично я обожаю. Ставь лайк, если любишь манго тоже. Несмотря на то, что здесь достаточно много шоколада и полито чем-то еще вроде сгущенки, здесь на самом деле хороший такой баланс именно сладкого. Я не фанат сладостей, я очень редко ем сладкое, но мне нравится. Потому что обычно, когда я ем конфеты, шоколадки и так далее, мне все кажется приторным. Здесь же отлично. Если вы сейчас находитесь в Таиланде, то обязательно попробуйте. Вот прямо сейчас выходите на улицу и ешьте это блюдо. Если вы только собираетесь в эту замечательную страну, эти панкейки должны быть обязательно в списке того, что нужно попробовать. Начали отлично, с легенького, сладенького, но настало время попробовать крокодила. Вы посмотрите на этого страшного чувака. А это, кстати, крокодил. One есть. Yes, spicy. Нормальная порция такая. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Запах, знаете, такого хорошего мяса на гриле. Друзья, когда я был первый раз в Таиланде, это было в 2014 году, 10 лет назад, тогда крокодила можно было попробовать только на специальной ферме. Вы покупали экскурсию, ехали, и там уже вам в ресторане предлагали отведать крокодила. Сейчас же в 2024 году его можно купить просто на улице, это превратилось в стритфуд. И знаете, это, конечно, не дешевая уличная еда, за эту порцию я отдал 200 бат, но тем не менее, это стало доступно. Вы знаете, это курица. Давайте попробуем соусом. Мне тут давали два соуса. Один какой-то беленький, другой зелененький. Остренькие соусы, но очень вкусные. Прямо отлично сочетаются. Попробуем второй соус. О, этот прям бьет по языку, но мне нравится. Друзья, это действительно на вкус курица, но такая, знаете, немножко как будто жирненькая. Я бы сказал, даже очень похоже на филе бедра. Но, тем не менее, там висит картинка, где расписано, что это намного полезнее, что это мясо менее калорийно. Ну и в целом, как бы, кушайте, типа, и радуйтесь. В общем, друзья, вывод какой? Это не что-то сверхъестественное, но это однозначно вкусное. Это не дешевое по тайским меркам, но это однозначно экзотика. Поэтому обязательно попробуйте. Я думаю, для вас это будет вполне интересным опытом. Друзья, для вас, наверное, не секрет, что в Юго-Восточной Азии очень любят есть насекомых, всяких там кузнечиков, шелкопрядов и так далее. Я думаю, вы уже видели у других блогеров много обзоров на эти, так скажем, деликатесы. Но я ни разу не видел, чтобы кто-то ел скорпиона. И мне очень интересно его попробовать, потому что есть ощущение, что это немного опасно. How much for 150 baht? I want to try one. This? Yes.
Thank you. No, tail no? Yes? I am not guy? Okay. Maybe you show me how it is? Wow. Looks very simple. Okay, please another one for me. Ну, выглядит это, конечно, очень крипово, я бы сказал. Как чипсы. Клешня только жесткая. Если не думать о том, что это скорпион, то это очень вкусно. Сапари. Друзья, знаете, это очень похоже на чипсы. Такие очень пряные, очень солененькие. Никакого такого там прям супер вкуса нет. Уникального, характеризующего, что это скорпион. Но это не противно, как ни странно. Единственное, что постоянно хочется выплюнуть вот этот хитин, его клешни и так далее, что я, собственно, и сделал. Но в целом это съедобно. Там рядом стоял мужчина, и он просто на меня вот так вот смотрел, типа, капец, как ты это ешь? Какой-то иностранец, кстати. Но, тем не менее, мне понравилось. Как вы видели, попросил девушку мне сначала показать, потому что у меня были сомнения. Но, в общем, нормально. Можно. Пробуйте. Все, кто приезжает в Таиланд, обычно едят том-ям, либо пад-тай. Но все забывают об одном тоже не менее известном блюде, которое называется тай-кейл. Либо тай-кале. Я не знаю, как правильно, напишите в комментариях. В общем, надо обязательно попробовать и вам рассказать об этом. Number 12. Тай-кейл, please. Капонкап. Пахнет очень вкусно. Друзья, кто не знал, кейл это что-то вроде азиатской брокколи, по-моему. Короче, это какая-то капуста. Вроде как она очень вкусная. Выглядит это все как какой-то бибимбап на минималках. Готовят его эффектно. Здесь хрустящая свинина, яйцо, рис. Что еще нужно для счастья? Поглядите, как это выглядит вкусно. Зачем ты делаешь это? Друзья, мой друг Марк сегодня экспериментирует с контентом, поэтому сегодня необычная съемка. Но тем не менее, давайте вернемся к блюду. Честно скажу, мне пад-тай не нравится. Том-ям окей, но том-ям это уже превратился в какой-то фастфуд. А вот тай-кейл это вот реально что-то новенькое. Когда приедете в Таиланд, вы, конечно, попробуйте и том-ям, и пад-тай, и так далее. Но, блин, вот это намного вкуснее, чем тот же пад-тай. Мне кажется, пад-тай, например, слишком переоценен. А это прям, ну это прям открытие. По крайней мере, здесь есть рис, свининка, здесь есть яйцо, какая-то красивая и вкусненькая трава, которая называется кейл. В общем, рекомендую. Чтобы вам было более-менее понятно, вот эта травка, вот эта капуста кейл очень похожа на некую смесь брюссельской капусты со шпинатом. Я не знаю просто больше, как ее еще с чем сравнить, но это вот то, что я описал, это очень похоже. Друзья, мы решили сменить локацию, приехали на ночной рынок Тепразит. Это такой, знаете, большой типичный базар, где продается очень много всякого ширпотреба, одежды, мелочи, типа кейсов для айфона, ну и, конечно же, уличная еда. Пойдемте попробуем ее. Друзья, я был на многих рынках в Таиланде, и мне кажется, этот самый большой. А еще тут очень много еды, а еще тут очень жарко. И первая остановка, друзья, ну посмотрите, это просто невероятная красота. Такое большое количество еды, максимально красочной и интересной. А еще очень недорогой еды, потому что здесь можно взять рис с одним, двумя, либо тремя топпингами всего лишь за 30, 40, 50 бат соответственно. На мой взгляд, это очень недорого. I want rice and 3 toppings. Okay. I want this one. Oh, thank you. Меня тут посадили прямо за какой-то столик. На первый взгляд кажется, что он грязный, но на самом деле вроде как это просто такая скатерть, и ее хорошо протерли. Но, тем не менее, мне нравится. Мне дали вот такую большую порцию. Я не уверен, что я всю съем, потому что я уже сегодня ел. Вы сами видели сколько, но, тем не менее, мне нравится такой подход. Это, как, знаете, такой шведский стол, только по-тайски. Ну, давайте пробовать. У меня, напоминаю, здесь 3 блюда. Я взял себе жареную свинину, какую-то курицу с овощами и красный карри. Давайте с него и начнем.
Отлично. Карри прям прекрасен. Кстати, вообще не остро. Я знаю людей, которые не могут есть красный карри, потому что для них он очень острый. Здесь очень даже нормальная, умеренная острота. И при этом здесь кушают тоже тайцы. Я не думаю, что это сделано специально для того, чтобы туристы могли тоже есть. Так, попробуем свинину. Если они любят мясо, делают всегда сладким. Я надеюсь, что оно не такое. И оно сладкое. Я, честно говоря, устал немного от сладкой. Thank you. Мне принесли подарочек. Интересно, давайте попробуем. Тоже мясо. О, а вот это не сладкое. Вот это мне нравится. Надо было сразу его брать. Теперь буду знать. Теперь попробуем тушеную курицу с овощами. Вы знаете, она тоже сладкая. Но здесь из-за того, что есть овощи, это прикольно, потому что это кушается как что-то, знаете, такое очень сильно напоминает китайскую кухню. Так сходу не вспомню название блюда. Но это вкусно, потому что здесь есть ананас, сладкий перец, сладкий лук. Вот это мне нравится. Вот здесь сладость очень даже в тему. А вот что-то свинина мне не зашла. Ну, не первый раз я уже так обжигаюсь сладким. Сейчас это все перемешаю. И уверен, будет нормальный баланс. Теперь у меня здесь просто микс из 3 блюд и риса. И я надеюсь, что сейчас это заиграет новыми красками. Я уверен, это будет вкусно. Друзья, я это сделал зря. Теперь это есть невозможно. Лучше бы я съел только красный карри и все, и оставил бы все остальное. Это вот фарш, я так понимаю, это мясной, тут вперемешку и свинина, и говядина. Вот он вкусный. Это меня угостили хозяева, они решили сделать подарок, увидев камеру. Всегда приятно, когда люди не боятся камеры. Вот это мне понравилось, вот это очень вкусно. Это, кстати, очень похоже на корейскую кухню. Мы, кстати, сказали, что мы корейцы, возможно, они из-за этого решили нас угостить именно этим блюдом. Вот это рекомендую. Окей, мы закончили здесь. Я предлагаю двинуться еще дальше. Sorry, what is that? Coconut milk. Coconut tin? Yeah, coconut milk. Yeah. What inside? Taro. Taro? Potato. Potato? And pumpkin. Oh, pumpkin. Yeah. Okay. Onion. How much? 5 for 30 baht. 5. Следующую позицию, которую буду пробовать, это называется Coconut Pin. Я, честно говоря, пробую это впервые, но вроде как это какой-то местный десерт, который делается из кокоса с добавлением начинки из тыквы, зеленого лука, сладкой картошки и кукурузы. Пахнет тоже очень вкусно. Ты опять за свое? Блин, нифига, это вкусно как. Офигеть. Я пойду еще куплю, наверное. Слушайте, я попробовал самую пока что простую. Давайте попробуем с другой начинкой, но это очень вкусно. Ребята, это просто что-то невероятное. Оно хрустит, оно очень сливочное на вкус, оно яркое, оно приятное, оно тает во рту. Это прям must-have, ребята. Будете в Таиланде, ищите Coconut Pin. Или Coconut Pen. Короче, ищите вот эти вот кокосовые такояки. Я не знаю, как их еще назвать, но, короче, это невероятно вкусно. И это просто... Я даже не знаю, что сказать. И меня просто переполняют эмоции. Офигенно. Попробуй. What the fuck? Скажи, да? Ешь аккуратно. Камеру мне не заляпай. Скажи офигенно. Это, мне кажется, это лучшее, что мы сегодня пробовали, в принципе. Это как баунти, но... Да, раз больше. точно, как баунти, только нежная, хрустящая, с нежной начинкой. Блин, это невероятно, друзья. Я просто в восторге. Мы потом купим еще одну такую штуку. Даже, наверное, 2 таких порции купим. А лучше 5. А нифига не дал, да? Курочку корейскую продают. Уже и тут популярен корейский стритфуд. К знаменитым тайским шашлыкам все время стоит большая очередь, но важно понимать, что это непривычные для нас шашлыки. Как я уже и говорил ранее, здесь почти все мясо сладкое, они делают что-то типа наподобие барбекю, но, на мой взгляд, немного перебарщивают. В любом случае, мы сейчас попробуем не шашлыки, мы будем пробовать тайские сосиски, которые, говорят, очень вкусные. Здесь есть сосиски со стеклянной лапшой, острые и обычные. Я думаю, нужно попробовать самые простые, самые дефолтные. Can I eat this one? Please. Yes. Капунка.
За 50 бат нам положили 6 сосисок. Плотненькие, крупненькие, пузатые, пахнут вкусно. И, кстати говоря, не чувствуется, что они сладкие. Вот это вкусно, ребят. Вот это я вам могу рекомендовать. Здесь еще положили какую-то капустку и зеленый перец чили. Давайте посмотрим, что внутри. Вот такое вот внутреннее наполнение. Есть чесночок, есть лучок. Вот то мясо я не могу вам рекомендовать, а вот эти вот сосисочки могу. Они отлично зайдут под пивко. Их можно есть с рисом, их можно есть с картошкой даже. Блин, офигенно, рекомендую. Еще, знаете, меня посетила мысль, что, возможно, лук, который внутри, он ферментированный, знаете, такой сладко-кисленький. И из-за этого тоже здесь такой вот интересный привкус. Это создает, знаете, такую интересную, приятную вкусовую деталь, которая очень сильно выделяет эти сосиски на фоне большинства остальных мясных шашлыков и подобных закусок. Есть достаточно широкий ассортимент. Есть джекфрут, есть помело, есть дуриан и от чего-то нужно отказаться. Последняя позиция, которую мы сегодня попробуем, это манго. Но не просто манго, а манго стики райс. Для меня это необычно, потому что они здесь продают этот замечательный фрукт вместе с клейким рисом. Давайте попробуем. Я вообще не представляю, как это есть и почему его так едят. Но сейчас мы узнаем. It's tasty? Yes? Okay. Thank you. Надо попробовать. Здесь идет рис, манго, какие-то семечки и какой-то соус. Я так подозреваю, возможно, это кокосовое молоко. Окей. Начнем с манго. Манго прекрасен. Манго с рисом. Это для меня что-то необычное. Я был прав, это молоко. Пытаюсь понять, какое. Блин, ребята, это необычно. Рис, кстати, сладкий. Он не просто клейкий. Он так сварен, что очень-очень имеет текстуру липкую. Полив вот этим молочком вместе с манго, это прекрасное лакомство. Это прям десерт. Отличный десерт. Это, знаете, как есть пироженку какую-то. Что может быть прекраснее для азиата, чем поесть тропический фрукт вместе со сладким рисом? Гениальное сочетание, между прочим, ребят. Мне очень нравится. Марк, ты должен попробовать это тоже. Very tasty. Thank you. Знаете, я уже сегодня ел несколько сладких вещей. На первом месте у меня все-таки тот coconut pin. Вот это будет на втором месте. Я обычно в Таиланде ем всегда манго как фрукт. Но в таком сочетании для меня это новое открытие. Пожалуй, я буду это есть теперь чаще. Рекомендую. Друзья, я постарался сегодня попробовать максимально интересные блюда, и всего, что я сегодня ел, мне понравилось. На первом месте будет coconut pin, на втором месте будут манго стики райс, и на третьем месте будут блинчики роти. Вообще, на мой взгляд, в тайской кухне сладкие блюда более удачные. Я имею в виду именно десерты. Все, что касается мяса, вот эти шашлычки, на мой взгляд, они перебарщивают там со сладостью. Я понимаю, что это попытка сделать какой-то некий свой аналог барбекю, но... Блин, вот сахара поменьше и будет прекрасно. Но вообще, если из того, что мы сегодня пробовали, мясо крокодила было невероятным. Это, представьте, такой мощный, сочный, вкусный куриный шашлык. Но только это будет крокодил. Ну и, конечно же, свиные шпикачки тоже отличные. Это было очень вкусное и увлекательное путешествие. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поддержать его лайком и подписаться на канал. Увидимся с вами в других роликах. С вами был Денис Ким. Всем пока!